Всем привет, ребяточки! Вы, как обычно, на канале своим ходом. С вами Лизончик в ванне, прямо с превьюшки, видите? И сегодня мы улетаем с острова Хайнань и летим в город Китая, который называется Фошань. И покажем вам, что из себя представляют мебельные туры в Китае. Я думаю, тема многим будет интересна. Вы узнаете, как обустроить свой дом, свою квартиру, но не просто обустроить и потратить деньги, а сэкономить в 2 раза. То есть купить все в 2 раза дешевле в Китае. Поэтому погнали! Выпуск мы начинаем на острове Хайнань. Наше жилье, мы из него уже выходим. Все чемоданчики собраны. И вы не поверите, Лиза даже оставила здесь 1, 2, 3, 4 платья она оставила. Старые платья больше мы не увидим на экранах. Все. Сейчас в приложении Didi, которое в Китае популярно, это как у нас там Uber, всякий Get Taxi, заказываем себе таксишку и едем в аэропорт. Хочешь уезжать с Хайнаня? Нет. Не хочешь? Впервые, наверное, за такое время, когда не хочешь. Понравилось тебе? Да. Мне тоже Хайнань очень понравился. Такие чемоданы шумные, капец, мы весь район разбудили. Прям как Uber. Вот мы поставили наш отель, едем в аэропорт, ждем машинку с таким номером. Очень удобно. Не нужно знать никакие китайские языки, чтобы объяснить, нам нужно в аэропорт, если они там на английском не разговаривают. Просто ткнули, куда вам нужно ехать, и поехали. Наша, да? Hello. И малютка, малыш. Идеальный багажник. По традиции мы, друзья, прилетели в аэропорт и, конечно же, бегом-бегом в Бургер Кинг. Взял себе двойной воппер. Не знаю почему, но почему-то, когда ты находишься в аэропорту, здесь бургеры, они в 1000 миллионов раз вкуснее. Просто бомбяу. А летим мы сегодня авиакомпанией Hainan Airlines. Первый раз, кстати говоря, летим. Можно только по 20 килограмм, а у нас в каждом перевес по 2, примерно 3 килограмма. Надеюсь, нас прокатит. Пропустили наши 2 чемодана. Все регистрации, все проверки пройдены, все пронесено, но у нас отняли гранату. Да, у нас был пауэрбанк в виде гранаты. Нам ее подарили подписчики, когда мы были на Пхукете, но, к сожалению, теперь ее нет. Мы даже достали документы, которые подтверждают, что это пауэрбанк, но они сказали, что нет, и забрали ее. А вообще была какая-то жесткая, ненормальная проверка. У нас на самом деле рюкзак полностью забит техникой, там все вытащили, все проверили, каждый пауэрбанк отдельно просканировали. Тут я понимаю развитый Китай. Смотрите, стоят такие автоматы, прям в аэропорту даже воду покупать не надо. Туда шел, налил себе холодненькой в кулере. Вот такое должно быть во всех аэропортах. Даже не нужно деньги тратить на воду. Просто попил и все. А вот и наш самолетик. Все. Мы досиделись. Почитали ваши комментарии под видео на ютубчике. И летим в Гуанчжоу. И сейчас будем играть в нашу любимую игру. Виталик будет угадывать, какое у нас место. Так. Давай. Сначала нужно угадать, с какого? С 0 до 10, с 10 до 20? Да. Ну давай, с 10 до 20. Нет. С 20 до 30. Нет. С 0 до 10. Нет. С 30 до 40. Нет. С 40 до 50. Да. 43? Да. О. Да. 43 угадал. Как с первого раза? Это не постанова, ребят, серьезно. Вот у нас такая игра, каждый раз, когда мы садимся на самолет, посадка идет, мы все время так играем. Лиза забирает билеты и не дает мне смотреть киносместа. Обожаю заходить, смотреть, как устроены самолеты других компаний. Здесь, знаете, такое ощущение, что какой-то бабушкин стиль. Ощущение, что ты в Китае. Бабушки на кресле такие, мягкие, домашние. И все-таки китайцы красавчики, посмотрите, мы сели, а у нас уже вода. Представляешь, как заботятся о своих посетителях, да? О своих клиентах. Скоро Байкальская будет. Друзья, время сейчас 2 часа ночи. Мы прилетели. Мы очень счастливы. Новый город Китая, но очень хочется спать. Из самолетика все переместились в такой вот автобус. Набились как селедочки. И едем в терминал. Очень нравится, что, смотрите, мы подошли. Причем мы первые, видите, очень много людей идет. И вдоль ленты уже выставлены тележки. То есть ты просто подходишь, забиваешь тележечку, тебе не нужно за ней никуда идти. Они выставлены здесь, и там, видите, огромное количество тележечек. Вот они все идут прямо вдоль ленты. Вот это сервис, вот это страна. А вот и наш один тупсик уже подъехал. Мы недавно летаем вот с этими пластиковыми чемоданами, но они, видите, как сильно бьются. Посмотрите, как их разбивают. Ручки все отваливаются. А колесу пришел конец. Вот такое колесо, ничего с ним уже не сделать. 5 перелетов, все, чемодан. Любой чемодан, да? Вообще еще ни один чемодан не выживает. И еще у таких чемоданов пластиковых, смотрите, у них вот эта молния, видите, она просто отрывается. И в итоге, то есть сама молния остается здесь застегнутая, а сама бочина отрывается. И в итоге все может разойтись, и все вещи могут вывалиться. Все, друзья, мы уже на пути к свободе из аэропорта. Но аэропорт большой.
Похож, знаете, на гигантский ангар. Вон туда уходит, да? И вон туда. Ангарище. Вообще из аэропорта в Гуанчжоу до города можно легко добраться на автобусе, на метро. Но время сейчас 2 ночи и все закрыто, поэтому у нас только один выбор. Такси. Хотя нет, друзья, вот автобусы даже в 2 ночи ездят. Вот они, такие яркие. Но мы-то просто сейчас едем не в сам город Гуанчжоу. Мы сначала едем в Фошань на 1 день, а уже потом в Гуанчжоу. У нее там вообще машина, походу, смотрите, на газу, там баллон. Новые китайские приключения начинаются. Смотрите, какая машина. Тут, как в полицейской машине, действительно. К нему даже не пробраться, да? Что тут грабят водителей, что ли? Бедных таксистов. Так, друзья, мы приехали, получилось 281 юань. 40 минут точно мы ехали. Погодка, конечно, капец, ребята. Приехали, блин, дождь льет. На Ханане ни разу дождя у нас не было. Вот заселяемся в отель, который называется Badun International Service Apartment. Капец, погодка тут. Сейчас нас девушка заселит. И мы ложимся спать. Время уже 4 утра. У нас вообще должен был быть обычный номер. Мы ведь приехали сейчас ночью. Она такая говорит, я вам сделала апгрейд до какого-то крутого номера. Все проверим. Или типа номеров, может быть, больше нет, и нас заселят в какой-то номер сейчас. Ну, за такую сумму еще нам и обновили. Вообще прикольно получилось. Получается, здесь вот кондей включается. Это гостиная, тут диванчик, телек имеется. Вот. Кухня, тут холодильник, электрическая плита, там чайничек, все дела, барная стойка даже есть. Здесь сама спальня, кроватка, тумбочки, рабочее мое место, кресло, душевая. Вот такая душевая, полотенчики, гель для душа, много полотенчиков, да, раковина. Классно вообще. Все, мы спать уже 4 утра. Ну что, здравствуй, Фошань. Мы приехали на материк, друзья. Китай. Доброе утро. Настроение шикарное. Погода здесь атас, как у нас в Питере. Очень свежо, не душно, не жарко. Обалденно. И мы идем искать себе где позавтракать. Смотрите, как красота. Много велосипедов, китайские надписи. Это вам уже не остров Хайнань. Здесь все по-другому. Здесь уже настоящий Китай начинается. В новом городе вообще всегда лень что-то искать, где можно поесть что-то полезное, такое вкусное. Поэтому мы просто идем в Макдак. Мы только вышли из нашего отеля, столько прям эмоций вообще. Хочется каждую секунду все что-то снять. Видите, в Макдаке тоже на английском не разговаривают. Мы на пальцах показываем, просто тыкаем, что нам нужно. Они забивают. Друзья, это называется трудности перевода в Китае. Лиза стояла, объясняла, типа, только only бургер, только only это, без колы, без этих сетов. Прям пальчиком даже водила. В итоге нам 4 сета сделали. Нет автомата-то. Просто есть автомат. А что мы там можем? Не знаю. Господи, Ну вот. всегда в автомате делайте все, что вам надо. Очень забавная история. На нас так косо многие посмотрели, думали, что это мы все себе двоим взяли. А приехали мы в Фошань, чтобы познакомить вас с мебельными турами в Китае. Это очень популярная тема среди русских людей. И мы решили, почему бы и нет, раз уж мы в Китае, давайте снимем что-нибудь подобное. То есть расскажем, что из себя представляют мебельные туры, зачем они нужны, что на них происходит. А город Фошань мы выбрали именно потому, что здесь находится более 5000 фабрик мебельных и более 10 километров торговых центров, которые с 2 сторон. Так, друзья, мы сейчас с вами едем в первый мебельный центр. Посмотрите, вот вдоль дороги, сейчас дорога протяженностью 10 километров, и слева, и справа это все с ума сойти. Огромные гигантские торговые центры с мебелью. Итак, друзья, знакомьтесь, это Алена. Она живет здесь в Китае уже 6,5 лет. И она занимается мебельными турами, работает в компании Globus, в общем, специалист. И поэтому это, наверное, тот самый человек, который нам сейчас по максимуму с вами расскажет об этой сфере деятельности. И мы с вами узнаем, как же здесь купить мебель и привезти ее к себе в страну. Всем привет, меня зовут Алена. Мы приехали в один из крупнейших мебельных торговых центров в Фошане. Вот где сконцентрировано максимальное количество мебели. Это вот самая скромная мебель здесь в Фошане для самых скромных людей. Что такое вообще мебельные туры и для кого они нужны? Ребята, мебельный тур – это для тех, у кого огромная квартира или большой дом, который вы только-только подстроили. От 250 квадратов до 500 и выше. Ну и бюджет соответствующий. То есть имеет смысл ехать в такие туры, когда у вас заложено в бюджет минимум $40 000. В эту сумму включена покупка мебели, растаможка, логистика, доставка ее, то есть от
вот отсюда, от этого мебельного центра, от фабрики и до вашего дома. Ну и многие люди спрашивают, почему нужно именно нанимать кого-то, чтобы ходить по этим торговым центрам. Торговые центры в Фошане занимают больше 10 километров, и они идут не просто в один ряд, они идут вдоль дороги, в несколько рядов, и идут дальше вширь, вы даже его не увидите. То есть, чтобы просто проходить все эти торговые центры, вам понадобится недели, если не месяца. Это пример одного из шоурумов, то есть такое ощущение, что уже все отделано под стиль квартиры, как будто бы это и есть квартира, все уже стоит в своих местах, и можно прикинуть там и посмотреть, как это будет смотреться у тебя в квартире или в доме. Если вы думаете, что торговые центры это вот небольшая комнатка, как, например, в российских торговых центрах, что вы заходите, и здесь 100 квадратных метров и все, в Китае шоурумы настолько большие, что они бывают очень часто сквозные. То есть вы можете пройти не только параллельно по рядам, но и перпендикулярно сквозь шоурумы из одного в другой. И, соответственно, в любом торговом центре, в котором можно купить мебель, вы можете менять цвет, фактуру, ткани, которой это будет обиваться. То есть вот вам понравилась форма дивана, но вам вот нужен другой цвет. И вам приносят огромный ассортимент, и вы выбираете. То есть можно выбрать не только такой же велюрчик, но, например, полностью другую текстуру. Вот как, например, вот такую. Это прикольно, грубую, да. Делаем доставку под ключ в Россию, Казахстан и Беларусь. И даже если вы живете в Америке, либо в Австралии, и даже в Нигерии, мы все равно вам доставим. И сейчас давайте для простоты возьмем доставку до Москвы за основу. На этот диван совсем на свете, с доставкой уже в Москве, у вашего дома будет стоить 1685. Так, давайте еще посчитаем. Вот такой вот диванчик, он идет углом. Эта штучка вообще, смотрите, она отдельно отодвигается. Совсем на свете он стоит чуть меньше $2000. Вот еще один шоурум, чтобы вы имели представление, что это вообще такое, что за мебель здесь продается, что представлено. Вот в гостиную, да? Поставил, там телек установил. Везде можно посидеть, все на себе проверить, так мягенько, хорошо. Тут уже, видите, целая готовая спальня с диванчиками, со столиком и с кроватью. Они бесконечные. Смотрите, я из одной комнаты прохожу в другую. Там кухня, здесь гостиная, здесь опять-таки гостиная уже в другом стиле. Это тоже гостиная идет. Там гостиная, вот там вот кухонный стол. Классно. И вот спальня. То есть уже все готово, можно просто взять уже готовую идею дизайна, забираете все, покупаете и доставляете себе. Если так в каждом будешь застревать, то мы ничего не успеем. То есть все, что вы сейчас видели, находится вот здесь, видите, вот здесь. Теперь смотрим вот сюда. Представляете, какие масштабы? Может быть, вы услышите, что некоторые менеджеры говорят на английском языке, и вы такие: да зачем мне тогда переводчик? Я и на английском замечательно говорю. Да у меня вообще лингвистическое образование. Да я лучше всех на свете говорю на английском. Но, во-первых, они не настолько хорошо говорят на английском, чтобы, если вот, например, дизайнер обсуждать какие-то детали дизайна, которые имеют какой-то специфические какие-то слова, это они точно не будут знать. Это раз. Во-вторых, вся документация на завод поставляется на китайском языке, поэтому заказы они будут оформлять. И документы они будут заполнять только на китайском языке. Если вдруг с вашим заказом что-то не то, и вам сделали другой цвет, не так, как вы хотели, другие размеры, все что угодно, всегда будут правы китайцы, потому что у них в документации написано, и вам дали такую же бумажечку. Это как сегодня мы в Макдональдсе покупали вот этот... Взяли просто себе бургеры, нам дали 3 мила, 4 колы и 4 картошки. Вот она такая же ситуация будет. То есть, соответственно, китайцы будут в любом случае правы, потому что у вас была такая же бумажечка на китайском языке. То, что вы не понимаете китайский, исключительно ваша проблема. Вот здесь уже представлена готовая квартира. Смотрите, заходим. Гостиная, красивый диванчик, столик. Здесь же гостиная плавно перетекает в кухню, которая, видимо, там. Здесь спальня, вот у нас обеденный стол. Блин, я вообще в восторге. Жалко, что времени мало, все так и не успеешь посмотреть, но это очень круто смотрится, обалденно. У нас в России такого точно нет. Для удобства посетителей торговый центр обычно разделены на блоки. То есть блок модерна, например. Модерн. Блок классики. И когда спрашиваешь дорогу, например, спрашиваешь название какого-то шоурума, и они его не знают, они спрашивают, модерн или классика, например. Ты говоришь, модерн. О, вам в ту сторону. Цена с растаможкой, с доставкой в Москве. 3212, да? $3,5 $, да. Вот за все вот это. Это модель этого года, она только вот ее только установили. Хорошо, я вот приехала, например, и выбрала, и хочу только этот диван. Мне выгодно будет его купить? Ну, во-первых, если вы будете брать только один диван, и вам придется сюда приехать, вы потратитесь на билеты, на ни одного человека, скорее всего, потому что обычно приезжают всей семьей,
потому что вся семья будет жить и должно понравиться абсолютно всем членам семьи, чтобы не было такого, что жене нравится, мужу нет, а ему еще 20 лет в этой квартире жить. Ну, как я уже говорил, то есть, если вы задумались об этом туре, у вас должен быть бюджет от 40 тысяч долларов, да? Да, На дом, на квартиру. $40 000, чтобы вы понимали, чтобы вы купили сразу все, но в будущем сэкономили. То есть вы потратили сейчас, но потом вы очень долго на эту мебель не тратились. Не было такого, чтобы вы купили что-то дешевенькое в Икее, оно сломалось через 2 года, вы опять купили что-то дешевенькое в Икее. В результате, если взять за 10 лет, у вас получится такая же цена, как вы купили бы что-то нормальное, толковые, например, вот здесь. И что вы понимали, друзья, шоурумы — это не какие-то перекупщики, которые там покупали себе мебели у фабрик и потом ее перепродают с наценкой. Шоурумы — это представительство тех же самых фабрик. То есть вам понравился шоурум, и в принципе можно даже договориться, и вас на саму фабрику отвезут. Так что это представители фабрик, без всяких наценок. Вот сколько на фабрике цена, столько она и в шоуруме. Это как выставочный зал от самой фабрики. Раньше люди, кстати, ездили именно на фабрики, и у каждой фабрики был свой шоурум. Но сейчас это стало невыгодно, потому что, представляете, вы приезжаете только на одну фабрику и смотрите один шоурум, а сейчас люди приезжают в огромный торговый центр и смотрят все шоурумы сразу всех фабрик. Блин, это на самом деле очень классно, вот сравнивая с нашими торговыми центрами, конечно, день и ночь, ребята. У нас такого нет, я почему-то думала, что здесь тоже так же будет, что диваны, посмотрим, там еще что-то, а здесь вот именно комплектом, то есть очень, ты можешь сразу подобрать стиль, какой нужен, сразу видно, как это все смотрится в интерьере, масштабно или наоборот маленько. Ну и, соответственно, когда мы говорим бюджетные варианты, мы не говорим прям бюджетные варианты типа Икеи. Если вы хотите купить качество, как в Икее, лучше идти в локальную вашу рядышком Икею и покупать там. Потому что здесь, соответственно, люди уже приезжают на то качество и на тот дизайн, которые в России будут считаться выше среднего качества и выше среднего цена. Тогда уже имеет смысл приезжать сюда за мебелью. Мне вообще больше понравился, конечно, модерн, но вот сюда в основном русские люди приезжают за классикой, потому что у нас такого в принципе нет. Я даже слов не могу подобрать, что я сейчас вижу. Вы через камеру там офигеваете вообще от масштабов происходящего. Давайте узнаем, сколько у нас стоит простенькая классика. Это вот такая вот кровать, но когда вы сюда смотрите, конечно, все красивенько. Вы такие уже представляете, как она у вас дома стоит, красуется. Но цена сейчас будет именно за каркас кровати, то есть сам корпус кровати, вот эта нижняя часть, вот деревянная, да, то, что вот матрас идет, и сверху это все уже отдельно. Если вам понравился какой-нибудь подсвечник, ваза или тому подобное, на самом деле можно купить абсолютно все, что находится в шоурумах. Когда они закрываются или у них распродажи в конце года, просто берите все, что на свете. Цветочный горшок, настольная лампа. Даже вот это, да? Ложку захотел я, да? Можно купить ее. На самом деле, да. Если вы торгуетесь, вы точно можете ее купить. Сюда, конечно, люди приезжают за мебелью, у них цель, то есть мебельный тур, купить себе мебель, привезти ее домой. А я понял, что сюда можно просто приехать и погулять, и посмотреть на мебель, это как будто какой-то музей. Я можно, такого кстати, не какие-то видел. дизайны посмотреть, да? Да, то есть, например, если вы не хотите тратиться на дизайн-проект, потому что все мы знаем, особенно в Москве, сколько это стоит, и дизайн-проект делается по квадратным метрам. Здесь уже готовые дизайны представлены. Да. Давайте посчитаем, сколько будет стоить каркас вот этой кровати, то есть без всего того, что сверху, просто каркас кровати уже с доставкой к вам в Россию, со всей растаможкой и всеми делами. Это натуральный грецкий орех, Угу. и задник сделан из натуральной кожи. Угу. Натуральный, не искусственный. Ребят, всего $1083 за каркас этой кровати. Это вот мебель, если у вас имеется дворец, то вот, пожалуйста. Очень круто смотрится. Это мебель для Эрмитажа. Диван и павлин такой, грациозный. $14 000. Угу. Чтобы вы понимали, в Европе, даже если самая обычная какая-нибудь классика, которую мы видели, стоит 4-5 тысяч евро. Угу. Вот такой диван будет стоить просто немеренных денег где-нибудь в Европе, если вы будете его покупать. Алена, расскажи вообще, что включено в мебельный тур, сколько он стоит, получается, чтобы человек мог приехать к вам, и все в этом духе. Ну, билеты и гостиницы, соответственно, клиенты уже заказывают такой, какой вам хочется. Хотите лететь бизнес-классом, хотите жить в 5-звездочном отеле, либо же в хостеле. Затраты у каждого клиента свои. Мы за свои услуги мебельного тура, соответственно, берем всего 3% от стоимости заказа. То есть вы накупили, например, на $30 000, мы берем $900 за свои услуги. Соответственно, в мебельный тур это включено сопровождение вас во время тура, то есть мы ходим по вашему списку и помогаем вам покупать всю мебель, которая вам нужна была, в пределах вашего бюджета.
Плюс мы делаем доставку и логистику полностью под ключ с растаможкой. То есть вы, например, у нас купили, вам не нужно будет еще искать отдельно логистическую компанию, отдельно таможенников, которые все это сделают. Просто с одним менеджером вы как общались, так и общаетесь. И потом просто встречаете грузовик у дома. Шоурум, в которых находится мебель, это, грубо говоря, можно сказать, единственный экземпляр. То есть вы, когда выбрали себе мебель, ее нельзя просто взять с прилавка, забрать и увезти. То есть вы оформляете заказ, и вам уже на фабрике это все дело производят. Вот сколько занимает производство мебели? Ну, производство мебели занимает от полумесяца до 2 месяцев, в зависимости от того, насколько занята фабрика, насколько сложная мебель. Если это модерн, то это не так долго делать, как, например, те варианты классики или барокко, которые мы видели. Потому что одна резная работа дивана может занять до полумесяца. И сколько с момента уже изготовления мебели, потом вот доставка занимает до Москвы, например? Ну, доставка до Москвы после того, как это все загрузилось на нашем складе в Фошане, будет занимать от 45 до 60 дней. 3 месяца, ребят. 3 месяца вы заказали, и мебель уже будет у дверей вашего дома или квартиры. Итак, друзья, мы выходим из этого гигантского, огромного торгового центра с мебелью. Вот это главная улица, посмотрите. Это все вон туда. Тю! Это огромный гигантский торговый центр с мебелью. Вон туда. Тю! Гигантский торговый центр с мебелью. И сейчас мы были в одном из представителей такого, знаете, то есть там все аккуратненько, чистенько, очень мало людей, кондиционерчики. Сейчас мы поедем уже в другой торговый центр, где представлены реплики мировых брендов. Чтобы вы понимали, друзья, здесь эти реплики, они точь-в-точь, просто, знаете, вот прям вот все похоже. И можно купить то, что продается там в Европе, в 20 раз, в 30 раз, ну, в 10 раз дешевле. Нам куда-то вот сюда, друзья, смотрите, уже везде видна эта мебель, так она красиво украшена в этих кругах сверкающих. И смотрите, все он туда вдали, видите, вдали, это все мебель стоит. Мы уже подходим к месту, где будут реплики мировых брендов. Там, на самом деле, снимать нельзя. Это вот Versace сейчас было, ребята. О, это Bentley, прикинь. Такие красные кресла, смотрите, с подушечками. Видите, написано... А, нельзя. No фото? Здесь? Окей? No фото? О, окей. Да, там было много всего. Bentley, Versace. Ну, что-то, знаете, как-то, не знаю. Некрасиво, да? Короче, не наш стиль. Вообще туфта какая-то. Приезжают именно за именами, то есть это кровать Бентли, она стоит так много не потому, что она сделана из натуральной кожи или какой-то там суперсовременный дизайн, а потому что это Бентли. И люди приезжают именно за именем. То есть диван Versace, он может быть сделан хуже или из более не таких качественных материалов, как любой диван такого же качества, просто с обычной мебельной фабрики. Но потому что на нем написано Versace и есть как бы их логотип, он стоит просто в сотни раз дороже. А ты можешь сказать, дешевле, чем оригинал, на сколько примерно выходит? Ну, плюс-минус. От десятков до сотен раз. Мы тут зашли на параллельную улицу, той огромной улице. Здесь еще одна улица, там еще одна параллельная улица. И все вот это все мебель. Следующая позиция, друзья, которая очень популярная, которая очень выгодна для приобретения, это аксессуары, потому что они не тяжелые, и их можно очень много привезти. Одна из самых выгодных позиций – это картины, потому что можно заказать любую картину и сказать, сделайте мне такого-то размера в масле. То есть, чтобы вы понимали, любую картину в масле, да еще и на заказ. Рисуют, то есть на заказ, да? Рисуют на заказ, да, по вашей картинке, это очень дорого. Здесь это стоит просто копейки, то есть... То есть даже портреты могут нарисовать? Даешь портрет, тебя рисуем, да? Да, что угодно. Если вы пришлете фотографию, они как бы все это сделают. Круто. И в рамочку вставят, и вам еще и отправят. Ну, грубо говоря, $200 с доставкой до Москвы. То есть прям до дверей получается, да? 200 баксов. 2-метровая картина. То есть маленькие вообще еще дешевле будут. А сама рама из натурального дерева. Здесь тоже можно сойти с ума от масштабов и от количества всего этого, потому что, ну, глаза разбегаются. Вот, например, часы. Посмотрите, какой большой выбор. Есть напольные часы, есть настенные часы. А посмотрите на это, друзья. Думаете, это настоящие цветы? Нет. Это искусственные цветы. Они уже стоят в вазах, позолоченных, серебряных. Настолько красиво. То есть искусственные цветочки, которые могут стать отличным украшением вашего интерьера в доме. Или вот такая вот вазища, смотрите, там, здоровенная, со всякими бриллиантами, вся сверкает. Так, здесь у нас граммофоны, причем не просто граммофоны, можно как пластинку сюда ставить,
Так можно просто всунуть USB-шку и слушать свою любимую музыку. Вот самый классный граммофон. То же самое USB-шка, но здесь еще есть бар, куда можно вот бутылки, алкоголь, даже есть бокалы. С доставкой до дома вашего 883 бакса будет стоить. Несмотря на то, что здесь есть какой-то свет, его много, очень дизайны интересные. Рядом с Фошанем есть город Гуджен. Там производится 70% всего освещения в Китае вообще. Поэтому люди туда специально приезжают, там можно сделать и кастомизировать, и на заказ сделать, и самые крутые новинки с миланских подиумов и тому подобного. А здесь изделия, как будто бы они из камня, но на самом деле это пластик, что-то такое искусственно сделанное, но смотрится это, конечно, гармонично. Если будет вписываться куда-то к вам в сад, или просто у вас есть очень много территорий, там газон какой-то, вот это вообще идеально. Смотрите, как классно. Друзья, вот такой стол будет стоить $1555 вместе со всеми стульями. Вот с таким вот фасончиком. Уже с доставкой к вам до дверей. А вот такой вопрос. Например, у меня есть $30 000. Я потрачу их на мебель. И сколько мне нужно еще подготовить денег на растаможку, логистику? Сколько еще нужно иметь? Ну, примерно от общей суммы, в среднем говоря, это 30%. То есть 30% входит и растаможка, и логистика вся. Все цены, которые вы видите в этом выпуске, это все уже с растаможкой, со всеми делами. Вы просто получаете мебель у себя у дверей. А столы какие замечательные, зацените. То есть не просто стол. Там под столом находится целый аквариум. Туда можно рыбок пустить, которые там, кстати говоря, есть. Много всего интересного, такие декорации наставить. $341 будет стоить доставка вот такого стульчика прямо до ваших дверей. Правда, тяжеленький, да, из акрила сделал. Мне кажется, если бы здесь сдавали в прокат самокаты, какие-нибудь или роликовые коньки, эта услуга пользовалась бы спросом, потому что на большие расстояния пешком особо много и не походишь. Также есть мебель из ротанга, есть настоящий ротанг, есть искусственный ротанг. Вот такое кресло-качалка подвесное $195 уже с доставкой. А вот такой стол из ротанга с 4 стульями $363 с доставкой уже. Вот пример шоурума с детским интерьером, такие детские комнаты. Все сделано для детей, шкафчики. Мило все это очень смотрится, конечно. Вот рабочее место ребенка, двухъярусные кроватки разных цветов. Вот такая вот кровать для девочки. Здесь уже такое более для подростков, да? Вот. Уже для более взрослых детей. Тоже милота. $2000 будет стоить полностью с доставкой. Вот весь этот уголок, то есть столик с зеркалом, тумбочка, кровать и шкаф. А тут у нас огромный выбор статуй. Искусственные такие стены с водопадами. Это какая-то Греция, да? Греческий стиль. Да. Вот Будда вообще красавчик. Еще и дымочек идет. Вот такая вот статуя будет стоить $280 уже с доставкой. Вот такое зеркало будет стоить $165 с доставкой в Россию. Вот такой вот диванчик будет стоить $1500 с доставкой. Центров здесь очень много. Давайте еще один покажу. Наверное, все там внутри не буду показывать, потому что он гигантский. Называется торговый центр Лувр. Сейчас я немного потерял дар речи. В общем, все, что мы снимали вам до этого, это цветочки были. Это Лувр изнутри. Это какой-то космический корабль. И все этажи, все абсолютно, это мебель. Я не буду показывать все эти шоурумы. Вы уже примерно представляете, что в них находится, но крышу сносит. Это у нас уже 4-е такси, потому что здесь такие расстояния. Пешочком не походишь. Про Лувр мы не успели договорить. Так что там, нужно сюда вообще ехать? Сюда стоит ехать, потому что все самые крутые новинки, какие-нибудь копии с дизайнов какой-нибудь миланской мебельной моды будут в первую очередь здесь. Друзья, с мебелью мы закончили. Теперь хотим сделать акцент на то, что здесь очень много отделочных материалов, которые тоже выгодно привезти в Россию или в другую страну, где вы живете. И, конечно же, сантехника. И прямо сейчас перед вами огромный выбор ванн. Ванны здесь, ванны здесь. Есть даже джакузи. Джакузи, конечно, тоже классный. Смотрите, столько много вот этих штучек, откуда напор воды бьет. Я бы такую дома поставил, но у нас квартира однокомнатная. $5350. Огромная джакузи, уже все с доставкой к вам. По традиции делаем заставку на 1 000 000 просмотров. Засовываем Лизу в ванну. Посмотрите только вот на раковину. Раковина сделана в виде кружки. Такая приятненькая, да. Вот такая ванна из искусственного камня, очень тяжеленькая, $1300 уже с доставкой. Вот таким образом представлены раковины, ведь они приделаны к стене, разные виды. Все можно посмотреть, все выбрать. В общем, здесь такой у нас отдел получается, шоурумов очень много на тему ванной комнаты и туалета. Давайте несколько покажу. Это у нас такая раковина с зеркалом потрясающая, душевая кабинка, там туалет. Давайте пройдем сюда, посмотрим.
Фу, вот это вообще раковина классная, большая, в ней купаться можно в этой раковине. Так, вот еще такой стиль. Вот такой стиль. Душевые кабинки такие, душевые кабинки вот такие. О, это заставка на 1 миллион просмотров. Туалеты. Вот такой туалет, какие-то кнопочки. Я даже в этом не разбираюсь, что они делают. Какие-то сенсоры. О, вот ты нажал на сенсор. То есть вы со своей попочкой присели. А чувствуешь, горячий? Да, он с подогревом. И когда ваша попочка предстала, водичка начинает литься. Уже можно посмотреть готовую кухню, как она будет смотреться у вас на кухне. Представляете? Вот барная стоечка. Можно выбрать себе отделочный материал, из которого будет сделана ваша кухня. Вот такие душики я обожаю. Современный душ-гриб. То есть можно как отсюда мыться, да, так же из грибочка. Очень многие люди не хотят сюда приезжать, в Китай, потому что они думают, о, китайское качество, да это все ширпотреб. Вот конкретно вот эта вот компания, например, немецкая компания, то есть много сантехнических компаний со всего мира открывают здесь производство, чтобы, во-первых, быть ближе к азиатским потребителям, и качество, оно совершенно такое же. И давайте я вам просто представлю ассортимент всего того, что она делает быстренько. То есть вот такие вот раковинки прекрасные, видите, в виде листочков сделаны, разные формы. Вообще они даже вот на ощупь такие приятные материалы. Вот что вам это напоминает? Это перевернутый кит, понимаете? Вот его хвост и вот его горб. Это кит. Смотри, Лизон, зеркало видишь с сенсором? Ух ты, да ладно. Вот это технология, задняя подсветка, чик. Это как картина из будущего. Опа-на. Вот такая ванна, искусственный камень, $1155 прямо до ваших дверей. Уже с доставочкой, немецкий дизайн, да. Это получается луна, а это солнце. Класс. И можно прямо вот так вот комплект взять, да, и повесить себе. Раковина $443 с доставкой. И замечательное зеркало $73 с доставкой. Следующая популярная покупка – это мозаика. То есть все стены, все сделано из мозаики. Пол из мозаики. Это все мозаика, видите? Вот так все делается. Все, что видите, это все мозаика. Даже это красотища, это все из мозаики. Картины из мозаики. Это стена из мозаики. Ванная комната, вся стена из мозаики. И здесь огромное количество, выбор разных цветов, раскрасок. Вот выбираете себе, составляете узоры и так далее. Вот такая картина $865 с доставкой, но это уже подорожено, потому что, видите, есть крупные детали, а птички, они сделаны маленькими деталями, поэтому подороже. Если все было бы такими деталями, то цена была бы ниже. И при желании вы можете прислать ребятам фотографию свою, и прямо с вашей фотографией сделают специальную картину для вас под заказ. Но это уже другие деньги, там договариваться надо. Это вот яркий пример, как нужно продавать такие вещи. То есть пришел в шоурум, здесь все наглядно показано, не нужно ломать себе голову, как это у тебя дома будет смотреться. Все прикинул, вот так на полу, вот так на стенах, разные цвета себе выбрал. Тут вон у нас птички летают, красотища. Даже потолок. Да, весь потолок тоже, видите, он в мозаике украшен. Вот такая плитка очень дешевая, потому что она маленькая, стоит $105 за квадратный метр. То есть, грубо говоря, $100 за саму плитку и $5 за доставку, потому что ее очень легко доставлять. Она вот такая вот маленькая, видите? Да, растаможка, все дела, все это очень дешево. Круто, да? Как мы поняли, друзья, плитка не обязательно должна быть в ванной комнате. Она может просто вот украшать вашу комнату. Смотрите, здесь телевизор стоит, да? И такие массивные плиты идут вверх. Смотрится это, конечно, очень круто. Разные цвета, все тоже можно выбрать. Вот такие они здесь. Вот такие вот замечательные керамические плитки с деревянным узором. Очень популярные у русских клиентов, потому что мы, очень любим такое, чтобы все было в дереве, но не во всех местах мы можем положить дерево, и это будет бессмысленно, например, в ванной в то же самое. Или же, я не знаю, где угодно, где очень большая влажность, например, в прихожей, чтобы, не дай бог, ламинат не сдулся, не испортился, особенно весной или осенью. И очень многие берут вот такой замечательную плитку. Одна штука $33, это уже с доставкой идет. То есть любая из этих плиток. Вот здесь хорошо видно, как эти большие пласты плитки очень гармонично смотрятся на кухне с самой кухонной обстановкой. На полу огромные пласты тоже этой плитки. 0,8 квадратных метра, $15,5 стоит такая плитка. Она большая, ребят. Она большая и очень приятная на ощупь. Такая, знаете, гладкая поверхность, как будто бы стекло. Алена, вот смотри, у меня есть $30 000, например, да, или больше, какой-то бюджет. А я вообще без понятия, сколько здесь что стоит.
как мне вот вообще, сколько я могу всего купить на эту сумму? Или мне надо сказать, сколько у меня квадратов, приходить уже с каком-то идеей? Ну, сколько квадратов на плитку, мозаику и всего остальное в любом случае нужно знать, чтобы как-то это заказать. У людей иногда нет никакой четкой идеи, на что они больше потратят. Некоторые же люди, например, знают, что у них очень много, например, освещения. И они в первую очередь хотят купить освещение, а уже что останется, потратить на остальное. То есть для них, например, это приоритетная задача купить освещение. Кто-то, например, наоборот, хочет купить сначала мебель. Он сначала покупает мебель, а уже все остальные деньги распределяют между оставшимися предметами. Некоторые люди, у них уже четкое понимание, то есть они, например, делят там 20% от бюджета я потрачу там на кухню, там 30% на мебель, сколько-то там на паркет и так далее. До того, как я приехала сюда, мне надо что-то вам оплачивать? Нет. Мы берем за предоплату, когда уже вы действительно приехали. Это делается по нескольким причинам. Например, вы решили приехать, оплатили, и вдруг у вас срываются сроки сдачи дома. Строители говорят: ой, у нас не хватает рук, будет на 3 месяца позже. И смысл вам все это привозить, хотя это еще там несколько месяцев, плюс 3 месяца будет стоять где-то пылиться на складе, за который вам тоже придется платить. Поэтому очень многие люди, как бы, когда уже точно определяются с датами, говорят нам: мы приедем в конкретные даты, потому что они на эти дни тоже берут отпуск, либо отпрашиваются с работы и приезжают уже сюда. И уже здесь вносят депозит, потому что если внести депозит заранее, тоже как-то непонятно, когда вы приедете, нам рассчитывать на вас или нет. Лучше, когда уже вы точно решились, приехали и уже здесь несли депозит. Вот и все, друзья, мы уже уезжаем в новый город Китая, это Гуанчжоу. Вам, если выпуск понравился, обязательно заряжайте лайк, потому что мы старались вам максимально передать данную тему, связанную с мебелью в Китае. В общем, ссылочка на ребят с Глобуса оставим в описании. Обязательно, если надумаете, то обращайтесь к ним качественно и проверенно, рекомендуем 100%. Вообще, напишите в комментариях, что вы слышали о мебельных турах, потому что эта тема сейчас бешено актуальна среди русского населения. Все ее гуглят, все смотрят, очень много просмотров, и мы не могли обойти ее стороной. Надеемся, что нам удалось максимально передать все. Все, мы поехали в новый город. Увидимся. Пока-пока. Пока.